Всем привет! Вы с Олегом Соскиным. Сегодня 3 февраля 2023 год. Давайте остановимся, как я вам обещал, обсудим, что же может сейчас произойти в войне геноцидно-террористической Российской Федерации во главе с бандитом Путиным и Украины, многострадальной, несчастной в этом плане, фактически украинской нации, украинского народа, прямо кровь течет. Вот. И все в мире спокойно наблюдают, и только одни, правда, сочувствуют, что-то еще дают там для перевязки, а вторые даже, очень многие, Азия, Африка, Латинская Америка радуются этому. Ну и главный же хищник, понятно, сидит в Кремле. И вот он изволил поехать 2 числа на совершенно идиотское мероприятие, дебильное абсолютно, вот, в город, так называемый Волгоград. При Сталине он назывался Сталинградом, а до этого назывался Царицыным, когда была Российская империя. Ну и Сталин там типа с Ворошиловым, так сказать, Буденновым что-то там делал, когда были большевистские, коммунистические эти банды чекистские. Вот. Так, и Путин что заявил там? Легко посмотреть его выступление, потом там он еще встречался с общественностью. Это, ну, есть все-таки высказывают информацию, что зачитывал эту речь, якобы писал Путин ее, редактировал и так далее, обсуждал со своим ближайшим кругом. Но зачитывал якобы ее двойник, потому что Путин, так сказать, очень сильно волнуется, чтобы там вот на таком большом концерте вдруг кто-то что-то бы как-то не сумел его достать во время чтения этой речи. Так ли это, не так? Ну, рано или поздно все равно же нет ничего тайного, что не станет явным, и сокровенного, что не откроется. Да? Поэтому все равно это станет явным. Главные тезисы какие были? Что это Сталинград, что это вот все сплочение, что есть народ, есть Россия, ни шагу назад. Ну и мысль такая, то, что я вам говорил, то, что, собственно, Проханов, там этот ненормальный, этот совершенно выживший с ума человечек, вот этот, ну, такой гомункулос, иначе его нельзя назвать, он, как это, скажем так, излагает, да, что Путин это нынешний Сталин новый. Ну и выходит, что фактически Путин так себя сейчас и основополагает, что он Сталин. И, собственно, вся его поездка, собственно, в Сталинград, Волгоград, Сталинград, на это направлена. И именно такими декорациями все его пребывание оформлено. Все пребывание оформлено. Что это означает? Что данный субъект, он живет прошлым, он видит себя в прошлом, он хочет быть похожим на палачей прошлого, он уничтожает данную сублимацию под названием Российская Федерация. Остаток это Российской империи, Московия, обыкновенная. Мне говорят, вот лишь вы слово сублимация. Да, это сублимация, тут это как раз проскочили они жидкую фазу и сразу уже входят в Московию. То есть это уже сухой остаток, да, замерзший такой, который должен просто исчезнуть. Потому что никакого народа российского нет, никакой России вообще не существует. Есть просто набор оккупированных территорий с недоразвившимися протонациональными государственными этносами, которые не сумели создать свои независимые государства, поскольку они были разгромлены в период их захвата колониального со стороны московской метрополии. Так что, ну что ж тут непонятного? Все понятно. Никаких тут не может быть других толкований. В данном случае недоучившийся капитан Дрезденского клуба, агент Штази, пытается, так сказать, каким-то способом влить новую
кровь, ну чужую, конечно, вот в этот труп под названием Московия, который надо уже давно было бы спалить и пепел где-то глубоко закопать или по Мировому океану его рассеять. Вот. Но такого пока, к сожалению, нет. И фактически на такого главного таранного, на наконечник тарана Запад назначил вот бедную, разграбленную, утопающую в крови Украину и украинский народ, украинскую нацию. Вот так случилось. Ну и получается, что Украина как бы выполняет эту функцию вместо Запада, который, так сказать, таскает для него эти кровавые каштаны из этого страшного огня. Чем это все может... То есть он рассказывал Путин о героизме, там, ни шагу это все так было, стояли там полгода и так далее. Я вам приведу один пример. Все это брехня, никто там ничего не стоял, это все ложь, ложь, ложь. Был практически разгром сталинских армий. Да и вообще, как никто ж не хотел воевать. Всем эти коммунисты, большевики уже надоели по полной программе. Когда началась война, 5 миллионов Красной Армии человек сдалось в плен гитлеровским войскам. 5 миллионов. Просто Гитлер тупорылый был, что он начал преследовать и против украинцев, славян, ну, собственно, белорусов и так далее. Уничтожать города, ну, фактически делать еще хуже, чем делали коммуно-большевики. Ну, по сути, одно и то же. Ведь Гитлер концлагеря, он же передрал у Ленина, Сталина. По той же схеме они были сделаны. Поэтому тут ничего как бы нет такого удивительного. Так вот, смотрите. Просто он их, ну, как человеконенавистнически усовершенствовал. И вот, чтобы остановить отступление, оно было паническим, так называемой Красной Армией, что делает Сталин? Потому что было колоссальное поражение под Харьковом, и вот это ж уже, по сути, они ж наступали оттуда, с Волги, германские войска, Паулюс это был вообще фельдмаршал, один из самых лучших и так далее. Сталин принимает приказ 227. О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций. Или в просторечии этот приказ назывался тогда «Ни шагу назад». Приказ 227 Народного комиссара обороны СССР Иосифа Виссарионовича Сталина, он не был Сталин, он Джугашвили был, от 28 июля 1942 года, публично зачитанный всему личному составу Красной Армии, дорогие мои. Понимаете или нет? Потом впервые он был опубликован в 1958 году, когда уже началось развенчание культа Сталина Джугашвили, и стали раскрываться массовые репрессии, многомиллионные убийства, прочее преследование, уничтожение десятков миллионов людей. Но к широкой аудитории он стал известен только на волне начавшейся в СССР перестройки и гласности, когда был опубликован в средствах массовой информации в августе, дорогие мои, 1988 года. 1988 года. То есть, кто это сделал? Михаил Сергеевич Горбачев, Яковлев и другие очень умные люди. Приказ является документом, который был направлен на то, ну, фактически тогда стали формироваться штрафные батальоны в составе фронтов и отдельные штрафные роты в составе армии, заградотряды в составе армии, ну и так далее, и так далее. Ну, вообще, Google там все теперь это описывает, посмотрите. Ничего не напоминает, параллелей никаких не возникает с нынешней ситуацией, то, что Путин делает. Ну и Зеленский то же самое сделал через своих слуг народом в Верховном Совете. Говорит, что это была инициатива Залужного, Шапталы, Генштаба, Наева, Сирского. В Украине тоже такой сейчас практически вот этот закон, который принят, он приблизительно как сталинский приказ «Ни шагу назад». То есть в Украине конкретно Зеленский, слуги народа, вот эта вся братья недоученная, так сказать, театральная тусовка, богемная, они делают то же самое, что Сталин.
Путин это уже давно сделал. Он себя уже провозгласил, что он Сталин, он Петр Первый, он Сталин. Еще он только не сказал, что он Иван IV Грозный. Он уже Владимир равноапостольный. То есть он уже себя полностью фактически как бы обозначил. Но я думаю, ему надо будет следующее, ему надо еще инкарнацию, одну будет про нее заявить, что он Александр I Освободитель, и уже Кутузов у него есть, это как раз вот этот Герасимов Муму, вот, или Шойгу, кто там у них будет, непонятно. Ну, Суровикин навряд ли доживет до этого времени. Вот, это уже когда они на Париж пойдут, да. Ну, Германия раньше, Польша, Германия, потом уже Париж. Австрия, что же будет захвачена. То есть это уже, ну, должна еще будет битва Бородино какая-то быть, да, или как там. Поэтому... Естественно, что ситуация, но правда там есть один важный момент, во время наполеоновского нашествия сгорела Москва. То ли они ее сами спалили, то ли как-то она по-другому, там по пьяни ее подпалили, но факт остается, что Москва сгорела. Ну, правда, есть песня, вы помните, да, Ленинграда, там Шнур поет, Москва сгорела целиком. Поэтому, может, Путин как бы испугается взять эту инкарнацию Александра Первого, а может, нет, это ж... Ну, сгорела Москва, сгорела, так и сгорела. Путин остался, так остался. Это ж дело такое. Сегодня сгорела, как показывает практика. А завтра, может, они отстраивать ее начнут, как он говорит, Сталинград отстраивали. По кирпичику. Говорит, разнесли наш родной народ. И по камешку, по кирпичику разнесли наш родной завод. Так вот, смотрите, что получается. То есть Путин... находится в прошлом, и он постоянно себя соединяет с этими конвейерными убийцами прошлого. А это в самом деле одни из самых мощнейших убийц. Любого взять, даже того же князя Владимира, он тоже, как говорится, очень много, так сказать, в этом плане поработал. При всем так позитиве, но есть же и другая часть. И когда поклонялся языческим богам, приносили в жертву, человеческие жертвы были и так далее. То есть с песни слов не выкинешь, да? Так вот, в принципе, ну, а Петр Первый, так про того вообще нечего говорить, если он свою сестру пытал, насиловал этих, как они, стрелков этих, лично в пытках и казнях участвовал. Ну, про что можно говорить? То же самое Джугашвили Сталин, это реальный убийца, маньяк, совершенно ненормальный. То есть Путин подбирает себе идеалы, да, от кого поведешься, вернее, с кем поведешься, от того и наберешься. Идеалы у него это массовых убийц, диктаторы, тираны и так далее. Вот он на одну доску себя ставит такой вот, как бы, завклубом Дрездене, себя на одну доску с этими убийцами ставит. И это очень сильно проявилось как раз, вот, собственно, в Сталинграде. Там есть одна фраза, он говорит про леопарды, про танки и все. И говорит, что у них есть, чем это у нас, говорит, есть же, чем ответить, не только бронетехникой. Вот, то есть сейчас они понимают, что у них, Путин и его банда понимают, что у них очень сокращается жизненный вот этот, жизненное поле, жизненный ареал функционирования. Во всех отношениях, во всех. Они понимают, что где-то за март, апрель, май по-любому будут подготовлены десятки новых бойцов с Украины, так или иначе. По-любому придут танки, а другое вооружение. То есть в мае это будет уже совсем другой уровень войны между Украиной и Россией, чем нынешнее сражение. Фактически, если брать нынешнюю ситуацию на фронте, я вам объяснял эти вещи, то ключевым является то, что, по сути, вот в районе Солидара, Артемовска, Бахмута, да и Угледара, это воюют только зэки, уголовники, рецидивисты. Это грабители, воры, наркодилеры, это карманники и прочее. То есть это те, которые совершали какие-то очень тяжелые преступления. И известно тоже, не секрет, что где-то порядка уже их 40 тысяч там выбили, соответственно, их уже нет.
И сказать, что они что-то там добились большого, не приходится, просто как бы на них ставят эксперименты. Это своеобразный такой пилотный людоедский проект. Конечно, очень много украинцев там полегло, это тоже понятно. Но они никаких больших результатов не достигли. Предполагается, что они якобы должны наступать. Ну что наступать, не наступать. Говорит, танки сразу, как Мао Цзэдун говорил, пустим. Нет, говорит, сначала один, потом второй. То есть фактически у Российской Федерации вооружение, качественное и так далее, у них нету. Просто Путин делает то, что Сталин делал, то, что делал Иван IV, Петр и так далее. Он заваливает врага, поле битвы телами, пушечным мясом своих, ну они не свои, а просто население Российской Fедерации. Оно, кстати, уменьшилось почти на 600 тысяч за 22 год. То есть это при том, что я подчеркиваю, с 2019 года 1,4 миллиона украинцев официально получили российские паспорта. Даже при этом и прочих, там, кому они еще выдавали, население все равно у них уменьшается. То есть это означает, что огромнейшие идут потери, смертность, потери и так далее на фронте. Это при том, что они еще врут. Будет ли он это продолжать? Да, конечно, будет продолжать, 100%. И у него сокращается окно возможностей. Вот как тогда я вам говорил, было окно возможностей наступать на левый берег у украинской армии, или тогда на Кременную и Сватово не было это сделано, и закрылось оно, и будет закрыто очень долго. Не знаю, откроется ли, ну, пока трудно говорить. Но то, что у Путина оно закроется где-то март-апрель, ну вот после Пасхи, это я в этом как бы очень большую вероятность высказываю. Поэтому у него осталось 2 месяца. По сути, он заявил в Волгограде, Сталинграде, что они будут делать. То есть он должен нанести удар. Он должен нанести удар, и я вам говорил, где удар будет. Это Киев, Львов. Это у него последняя осталась возможность. На фронте он выиграть не может, у него нет шансов. Значит, он должен нанести вот этот удар. К сожалению, ни руководство Украины, ни Украина, ни Киев, ни Львов к этому что? Не готовы. Естественно, это не будет поражение, это просто будет разрушение 2 городов. Война перейдет тогда к новому уровню эскалации, она передвинется уже на российско-белорусскую территорию после этих 2 ударов. Вот. То есть она станет уже окончательно бесповоротной. Сейчас еще предлагается, чтобы было все-таки перемирие и какие-то прекращения огня, гуманитарные коридоры, обмен пленными, ранеными и так далее. Вот мы к этому процессу подходим. Ну, а если этот удар произойдет, тогда уже все. То есть это уже будет, тогда уже фактически это война на взаимное уничтожение. Но она расширится на всю Европу, я так думаю. Вы с Олегом Соскиным. Поддержите канал, подписывайтесь, рекомендуйте своим товарищам, друзьям. Всего доброго, до новых встреч.